На протяжении более чем 2000 лет ученые древности пытались разгадать тайну описаний Платоном островного государства и империи Атлантиды. Эти вопросы продолжают увлекать исследователей и путешественников по сей день. Была ли Атлантида реальным местом или всего лишь литературным приемом, предостережением против гордыни и высокомерия? Как цивилизация, обладавшая достаточной мощью, чтобы поддерживать военную империю и представлять угрозу для Греции, могла просто исчезнуть? Почему о ней не упоминается ни в одном древнем источнике, кроме трудов Платона? Где находилась столица Атлантиды? И какое катастрофическое событие могло уничтожить эту знаменитую страну за одну ночь и один день, как утверждал Платон? Эти вопросы привели геологов в самые разные уголки мира, от Марокко до Индонезии, от Боливии до Северного моря, от Средиземноморья до Сахары, в поисках следов Атлантиды. Тем не менее, большинство исследователей рассматривают описание Платона как не более чем художественный вымысел, назидательную историю о национальной гордыне и военной самонадеянности. Платон действительно использовал вымышленные элементы в своих трудах. Никто не воспринимает его диалоги как дословную запись реальных бесед. Но сам Платон существовал на самом деле, как и его учитель Сократ. Его талант и стремление передать философию Сократа были подлинными. Более того, в своих диалогах он неоднократно ссылается на реальные исторические события. Когда речь заходит о его подробном описании Атлантиды в Тимее и Критии, оно не выглядит чистой выдумкой. Некоторые считают, что упоминания Платоном богов и гибридов богов и людей доказывают его художественный вымысел. Однако подобные описания встречаются и в текстах других древних культур, которые также включают в свои исторические записи рассказы о подобных существах. Многие представляют Атлантиду как утопию, но это не так. У нее была армия. Она вела войны. Платон утверждал, что Атлантида была врагом доисторических Афин, но Афины смогли ее одолеть. Таким образом, Атлантида не была идиллическим государством. Описания Платона полны деталей, которые не вписываются в привычный сюжет о гибели гордого народа. Он утверждал, что эти сведения были получены от древнеегипетских жрецов, которые передали их греческому законодателю Солону. А Солон — это реальный исторический персонаж. Именно такие детали заставляют многих исследователей полагать, что Атлантида была реальной цивилизацией. Интерес к поиску Атлантиды возродился после открытия древнего города Трои в 1868 году. Долгое время считалось, что Троя — это всего лишь литературное творение Гомера, греческого поэта, жившего за 500 лет до Платона. В «Илиаде» Гомер описал Троянскую войну и десятилетнюю осаду города. Большинство ученых воспринимали это как миф. Однако некоторые допускали, что вымысел мог основываться на реальных событиях. Ситуация изменилась, когда в 1868 году немецкий археолог Генрих Шлиман обнаружил руины Трои. Он использовал географические ориентиры, указанные Гомером, чтобы определить ее местоположение. Этот подход вдохновил современных исследователей Атлантиды. Изучая географические и геологические указания в текстах Платона, они надеются найти ее местоположение. Одной из ключевых характеристик Атлантиды было устройство ее столицы. Согласно описаниям, город представлял собой центральный остров, окруженный концентрическими кольцами суши, разделенными морскими каналами. Острова соединялись мостами, а внешний водный канал имел выход в Атлантический океан. Геологи установили, что такая форма характерна для островов, образовавшихся в результате подводных вулканических извержений. Подобные образования можно найти, например, на греческом острове Санторини, который был домом древней минойской цивилизации. В 1913 и 1917 годах К.Т. Фрост и С. Балч предположили, что история Атлантиды могла основываться на событиях, связанных с гибелью минойцев. Археологические находки подтверждают, что минойская культура отличалась передовыми инженерными технологиями, многоэтажными зданиями, развитой системой водоснабжения и вентиляции, а также сооружениями, устойчивыми к землетрясениям.
Известно, что Санторини был разрушен мощным вулканическим извержением во втором тысячелетии до нашей эры. Однако, несмотря на сходство, Санторини не соответствует описаниям Платона в полной мере. Его временные рамки и географическое расположение не совпадают с данными, приведенными философом. Согласно Платону, Атлантида находилась за Геркулесовыми столбами, скалами, ограничивающими Гибралтарский пролив. Это указывает на местоположение к западу от Испании и северо-западной Африки, а не в Средиземном море. Некоторые исследователи полагают, что Атлантида могла находиться у берегов Южной Америки, в Боливии или даже на Кубе. Однако морская экспедиция оттуда до Греции в древности выглядела бы крайне затруднительной. Среди возможных местоположений Атлантиды называют и структуру Решат в Мавритании, известную как «Глаз Сахары». В 2008 году Наталис Розен и Джордж С. Александр начали изучение этой геологической аномалии. Концентрические кольца суши и воды напоминают описание Атлантиды. Здесь были найдены соленые и пресные источники, остатки древних животных, горы и плато к северу. Все это совпадает с деталями из работ Платона. Однако остаются нерешенные вопросы. Где улицы и постройки, которые должны были сохраниться, пусть даже разрушенными? Почему направление структуры не совпадает с тем, что описывал Платон? Катастрофа, которая могла уничтожить Атлантиду, могла быть связана с так называемым Клавийским кометным ударом, произошедшим около 12 800 лет назад. Согласно гипотезе, гигантский астероид, распавшийся на фрагменты, вызвал глобальные пожары, цунами и резкое похолодание. Это привело к массовому вымиранию видов в Северной Америке и могло стереть с лица Земли целые цивилизации. Эта катастрофа совпадает по времени с концом последнего ледникового периода, молодого Дреса, завершившегося 11 600 лет назад, что почти полностью совпадает с временными рамками, указанными Платоном. Таким образом, исчезновение Атлантиды могло быть вызвано именно этой катастрофой. Однако, где бы она ни находилась, ее тайна до сих пор остается одной из величайших загадок истории. Огромный кратер метеорита, скрытый под ледяными полями ледника Хиавата в Гренландии, имеет диаметр 31 километр и, возможно, совпадает по времени с периодом молодого Дреса. В это время произошло массовое вымирание мегафауны – шерстистых носорогов и мамонтов, мастодонтов и саблезубых тигров в Северной Америке и Европе, гигантского ленивца в Южной Америке, а также огромных бизонов, зебр и гну на африканском континенте. Может ли структура Решат соответствовать описанию Атлантиды у Платона, или ее расположение и ориентация не совпадают с его описанием? Возможно, погребение структуры под солью и океанским песком было частью глобальной катастрофы, вызванной кометой Клависа. Однако отсутствие мегалитических сооружений и другие неразрешенные вопросы заставляют задуматься, действительно ли это подходящее место. Выражение Платона «за Геракловыми столпами» скорее указывает на расположение Атлантиды в центральной части Северной Атлантики. Но что же найдено в этом регионе? Что могло бы подтвердить реальность существования Атлантиды? И почему это вообще важно, если по всему миру обнаружены затопленные древние города, доказывающие существование цивилизации, о которой мы знаем так мало? Если у нас есть столько артефактов прошлого, зачем нам искать именно Атлантиду? Профессор археологии Ричард Фроен из Университета Хартфорда занимается исследованием археологических объектов на юге Испании, свидетельствующих о культуре, хранившей память об Атлантиде. Используя технологию, измеряющую проводимость почвы, его команда обнаружила в районе Доняна, Западная Испания, скрытые под слоем ила структуры, напоминающие круговые стены древнего города. Любопытным фактом является наличие метанового слоя в почве, который может указывать на огромное скопление растительного и животного материала, захороненного в результате внезапной катастрофы. Однако дальнейшие исследования затруднены из-за технических сложностей.
В то же время испанские археологи изучают уникальную постройку в 200 километрах от побережья, в местечке Канчо-Руано. Это сооружение, по мнению профессора Фроена, представляет собой своеобразное святилище, созданное в память о древней цивилизации. В центре миниатюрного города находится структура, напоминающая храм, внутри которого были найдены следы золота, серебра и бронзы. Платон утверждал, что в Атлантиде развивалась металлургическая промышленность. Более того, на полу храма в Канчо-Руано вырезан древнеегипетский символ, связанный с искусством металлообработки. Это указывает на сходство между культурой, оставившей этот храм, и описаниями Атлантиды. Но если этого недостаточно, на каменной стеле у входа в храм выгравировано изображение воина с массивным металлическим мечом. Рядом с ним высечено нечто, напоминающее карту Атлантиды, согласно описанию Платона. Стоит ли изучать другие регионы, например, Мавританию или побережье Южной Испании? Возможно, Атлантида находилась дальше в Атлантическом океане, но при этом достаточно близко к Средиземноморью, чтобы угрожать древним Афинам. Но зачем вообще это нужно? Почему столько исследователей тратят огромные суммы и годы жизни на поиски места, которое многие считают мифом? В 2005 году на острове Милос собрались ученые со всего мира, чтобы обсудить поиски Атлантиды. В ходе конференции было сформулировано 24 критерия, которые должен удовлетворять любой кандидат на звание Атлантиды. За 150 лет поисков, начиная с открытия Трои Генрихом Шлиманом, ни одно место не соответствовало всем 24 пунктам. Мы обнаружили затопленные города в джунглях Амазонки, в Северном море, у побережья Кубы, Мальты, Японии, Индии. Так зачем нам доказывать, что Атлантида была реальной? Дело в том, что если Атлантида существовала, это придает вес и другим утверждениям Платона, а они способны изменить наше восприятие истории. В своих произведениях «Тимей» и «Критий», где и упоминается Атлантида, Платон ссылается на 3 источника информации: логика и наблюдение, то, что мы сегодня называем наукой. Исходя из этого, Платон делает выводы, похожие на современные идеи о голографической вселенной и сознательной природе мироздания. Он утверждает, что люди существуют как духовные существа до рождения в физическом мире, а жизнь — это процесс обучения, измененные состояния сознания. В Древней Греции существовал ритуальный напиток кикион, используемый в элевсинских мистериях. Благодаря этому опыту Платон приходит к убеждению, что страх, особенно страх смерти, мешает человеку познавать мир. Он учил, что сознание продолжает существовать после смерти и что в этом переходе помогают духовные существа, будь то предки или межпространственные сущности. Жреческие знания Египта. Платон утверждает, что египетские жрецы передали знания Солону, древнегреческому политику и законодателю. Эти знания рассказывали о цивилизации Атлантиды, не утопии, а могущественной военной державе, уничтоженной глобальной катастрофой. Если окажется, что Атлантида действительно существовала, то все эти идеи Платона получат новое значение. Но есть ли вероятность, что история Атлантиды – смесь фактов и вымысла? Возможно, Платон использовал миф для передачи философского урока. Многие авторы использовали художественные диалоги для передачи реальных знаний. Например, я, автор, когда-то написал книгу «Мой ужин с Антоном», где вымышленный 250-летний монах ведет диалог с вымышленной версией меня самого. Хотя беседа никогда не происходила, книга передает подлинные исторические идеи. Также и в «Тимее» и «Критии». Все персонажи вымышлены, но идеи, которые они обсуждают, могут быть реальными. Если окажется, что Атлантида существовала, то, возможно, и другие утверждения Платона следует рассматривать иначе. Например, его идея происхождения человечества, о Вселенной как поле сознания, о внешнем вмешательстве в эволюцию Homo sapiens, или его слова о существовании продвинутых существ с космическими технологиями. А что насчет идей Платона о циклических катастрофах, происходящих примерно каждые 5000 лет?
Может, нам стоит воспринимать это всерьез? Или его утверждение, что измененные состояния сознания могут дать нам доступ к знаниям из других измерений? Если мы будем считать Платона просто выдумщиком, мы обедним себя. Но лично мне не нужно, чтобы Атлантида была найдена, чтобы понимать ценность его мыслей. Платон – самый влиятельный мыслитель Запада. Британский философ Альфред Уайтхед однажды сказал, что вся европейская философия – это всего лишь серия сносок к Платону. Поэтому даже если Атлантида останется мифом, его идеи заслуживают внимания. Но если Атлантиду найдут, это станет доказательством того, что его слова скрывали гораздо больше правды, чем мы думали.